Ма, подожди. Не надо здесь ходить между цветов. Иди ко мне, Семочка, иди. Давай. Иди ко мне здесь. Будешь сидеть на ручках у меня. На ручках и тихонечко. Иди к этой компании. Она уже улеглась. Никак ты не хочешь. Ой. Ай-яй-яй-яй. Вот это я тебе Сёма. и говорил, что этим закончится. Сёма. Все. Сидишь рядом со мной. Понял? И ведешь себя прилично. Добрый день, друзья. Мне так хочется рассказать вам одну быль. Но вы мне ее рассказываете, может быть, немножко другими словами, но каждый день и не один раз. Вы мои подписчики. Давным-давно жила на свете красная девица, и у красной девицы была заветная мечта на какой-нибудь праздник, неважно на какой, получить в подарок цветочек аленький. Ну, благо, что сейчас эти аленькие цветочки продаются во всех магазинах. Красная девица так обрадовалась подарку, а цветок этот назывался орхидея. Цветок этот заморский и не растет у нас в полях и на клумбах. Такой необычный, такой красивый, такой яркий. И вот смотрит на него красная девица и думает: да никогда у меня не было такого цветочка аленького, и не знаю я, как за ним ухаживать. Но наша красная девица очень продвинутая, и продвинутый пользователь компьютера. И гаджетов каких-нибудь. И массы гаджетов. И начала она искать информацию. Как же ей поступить с этим цветком, как его поливать, как за ним ухаживать. И тут в помощь ей YouTube. А на Ютубе сказочников великое множество. И такие чудодейственные растворы предлагают, чтобы полить орхидею и корни попрут. И такие снадобья, чтобы опрыскать листья, и никаких вредителей на них не будет. И такие отвары применить. Ну, сейчас начнется. И такие отвары применить, что орхидея цвести всю жизнь будет без перерыва. Отступлю от темы немножко. Мне недавно такое рассказали, что я была в шоке. Я думаю, что подписчица узнает, о чем я говорю, но это не к тому, чтобы кого-то обидеть. Где-то подсмотрела, что можно полить овощным отваром, варила овощи, но забыла, что их посолила. И полила этим отваром, и орхидея начала погибать буквально через сутки. Но вернемся к нашей сказке, к нашей были. И начала красная девица применять все подряд. Но вроде как-то сразу ничего с орхидеей не случилось. А потом то листики пожелтели, то орхидея корни так и не выпустила, то цветочки все сбросила. Но в общем, как-то все неправильно получилось. И не живет орхидея, а существует. Давайте вместе подумаем, стоит ли применять массу каких-то непонятных препаратов, да и даже и понятных препаратов, для того, чтобы орхидея у вас росла, цвела и была всегда здорова. Наши аленькие цветочки орхидеи, они действительно очень рациональны и очень самодостаточны. И я вам это рассказываю очень часто, что после того, как вам подарили, вы сами купили орхидею, не нужно производить каких-то
действий, связанных с пересадками, с какими-то обработками, с какими-то непонятными поливами, применяя массу каких-то химикатов. И вот у меня стоят 4 орхидеи, куплены в разное время. Одни были приобретены в ноябре, другие в декабре, а одна даже еще летом. И вот на этих 4 орхидеях, 4 примерах, сейчас я вам покажу. Во-первых, все орхидеи индивидуальны. И растут они так, как им хочется, а не так, как мы их заставляем. Да, конечно, садовники при выращивании орхидей, они их заставляют быстро расти, обильно цвести, применяя какие-то препараты. Не будем сейчас говорить об этих препаратах, специальные препараты для роста и цветения орхидей. Часто мы эти препараты не можем приобрести, а чаще всего эти препараты просто не нужны орхидеям, потому что это многолетнее растение, оно растет и цветет достаточно долго при правильном уходе. И когда мы получили в подарок или купили орхидею и принесли ее домой, то мы должны обязательно вспомнить, что орхидея до того, как попасть к нам, проделала длинный путь от садовника, где он ее выращивал в идеальных условиях, ехала в темной машине при низкой температуре и испытала очень большой стресс для нее. И когда мы ее принесли домой, дайте ей покой. Пусть она адаптируется в вашем помещении, в вашем доме. Поставьте ее в то место, на котором она будет находиться хотя бы месяц для начала, потому что мы никогда не знаем, есть ли вредители на орхидеи, нет ли вредителей на орхидеи. Это называется карантин или адаптация. Но это место должно быть приближено к тому, где она будет потом расти постоянно. Что мы делаем с орхидеей для начала? Неизвестно, сколько она к нам ехала, неделю, 2, 3, месяц. Листики могут быть пыльные, даже грязные. Перед отправкой производитель опрыскивает или от вредителей, или от стрессовой ситуации. И часто на орхидеях, на листьях орхидей есть какие-то пятна. Мы берем любое калийное мыло, зеленое, табачное, дегтярное, горчичное, разбавляем его водой, 1 чайная ложка на стакан воды. И протираем листья орхидеи от пыли, может быть от вредителей, и ставим орхидею на карантин. Даем ей покой. Карантин обычно месяц или 1,5. И в это время выявляется, есть ли на орхидее вредители или какие-то заболевания. И если мы на орхидее увидели вредителей, тогда мы применяем препараты именно от этого вредителя, потому что почти для каждого вредителя разные препараты. Клещей мы истребляем акарицидами, каких-то других вредителей мы используем инсектициды, а вот гормоны от стресса применять не нужно. Потому что если у вас орхидея стоит спокойно и никуда дальше не двигается, она через определенный период времени сама адаптируется. Что же я хотела показать вам вот именно на этих орхидеях? Период адаптации. И период адаптации у каждой орхидеи свой. Эти периоды разные могут быть для каждой орхидеи. Давайте начнем с самой-самой старой на данный момент орхидеи. То есть эта орхидея пришла ко мне в посылке из Краснодара, и это было летом. Вот сейчас точно не скажу, или июль, или август. Орхидея Биглип Легенда.
очень красивая орхидея, но она была в плохом состоянии. И в плохом состоянии это ничего не сказать. Когда я ее открыла и вам показала, ссылку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, листья были с огромными черными водянистыми пятнами. Корней у орхидеи как не было, так и нет. И вот для нее этот период адаптации оказался очень длительным. Пятна на листьях я обрезала, но она их уже отсушила, эти листья. И вот сейчас сушит еще один листик. Сушит она его правильно. На этом листике есть вот такие сладкие пятнышки. Но это, скорее всего, гутация. Вредителей на ней нет. И представляете, ей понадобилось полгода, чтобы начать растить корни от шеи. Вот такой стресс именно у этой орхидеи. Но не все орхидеи так долго выходят из стрессовой ситуации. Да, приходится набраться терпения и ждать, пока орхидея начнет растить корни. И в этот момент никаких пересадок быть не может, потому что только вы достанете орхидею из горшка, вот эти все корни придется отрезать, а у нее в горшке всего один живой корень и молодой корешок, и орхидея еще дольше будет восстанавливаться. Теперь вот эти корни надо дорастить до состояния 10 сантиметров, и только тогда можно делать пересадку. Но не все орхидеи так долго адаптируются. Две цветущих орхидеи. Одна куплена в ноябре. Я вам ее показывала при покупке. Это орхидея «Нерассказанная история». А другая орхидея куплена в декабре. Обе держат цветочки. Но посмотрите, что происходит с ноябрьской орхидеей. У нее полный горшок растущих корней. И ей не мешает то, что цветы еще распущены. И она их не сбрасывает. Но она понимает, что дальше цветения у нее не будет. Это полный распуск ее. И она растит корни. И показался маленький-маленький листочек. То есть очень скоро орхидея, ну, может быть, еще месяц поцветет, сбросит цветы. И вот такую орхидею в активном росте корней можно будет пересадить, когда закончится цветение. А эта орхидея, ох, много для нее названий придумывали. Я не нашла в интернете ее настоящего названия. Ну, может быть, это что-то новое, недавно с выставки. Но мне очень понравилось название принца Эвенга, хотя сейчас ее называют Аладдин Кис. Ну, то есть непонятно, как она будет называться, но я ее буду пока называть принца Эвенга. Мне это очень нравится. И всего-то она у меня находится 1,5 месяца. Но орхидея очень активная. Посмотрите. Корни появились. Но это значит только одно, что продолжения цветения не будет. И орхидея переходит в вегетативный период. И опять же, когда сбросит цветы, тогда и будет пересадка. Ни в коем случае не пересаживайте орхидею сразу после покупки. Это еще один очередной стресс для орхидеи. И иногда, и даже часто, она этого не выдерживает. Сбрасывает все корни, и вы потом получаете орхидею уже не совсем здоровую и начинаете заниматься реанимацией. И вот последнюю орхидею я вам показываю специально еще раз.
Вот именно такую орхидею, у которой нет корней. Потому что очень часто вы мне пишете и рассказываете, что я увидела, что у орхидеи все корни гнилые. Я ее быстренько, надо же посмотреть, что там, что у нее с корнями. Вдруг у нее все корни гнилые. Мне всегда хочется сказать, разобрали орхидею, посмотрели, убедились, что корни сгнилые, ничего не придумали, что дальше делать с этой орхидеей, и опять же получили стабильную, хорошо, если стабильную реанимацию. Но почему врачи, хирурги, определяя какое-то заболевание, никогда не говорят, давайте сделаем операцию, посмотрим, а потом решим, что же делать? Вдруг там аппендицит, а вдруг там не аппендицит. Посмотрим, зашьем. Вот так же вы поступаете с орхидеями. Давайте я посмотрю, какие там корни. Посмотрели, ничего не увидели. Увидели то же самое, что в горшке. Вот смотрите, гнилые практически все корни. Орхидея очень красивая, черная. Я ее показывала тоже, когда ее купила. Она очень быстро отцвела, но отцвела только лишь потому, что корней у нее практически нет. Вот со всех сторон вам покажу. Тут единицы корней, а вот они, все гнилые корни. И сейчас, вот опять же вы мне пишете, и сейчас эти гнилые корни заразят здоровые, да не заражают гнилые корни здоровые корни. Ничего не происходит. Орхидея даже тургор не потеряла, даже черное пятно не разрастается. Да, желтеет листик. Но пока орхидея без корней, она должна как-то начать свой рост. И за счет тех ресурсов, которые она накопила в листьях, она сейчас будет выпускать или корни, или лист. А вот это орхидея решит сама, что ей нужно. Листик растить или корни растить. И вот эта орхидея уже решила, что ей нужно делать. Посмотрите. Растет маленький лист. Значит, орхидея жива. И она продолжит свою жизнь вот с этими гнилыми корнями и обязательно нарастит новые здоровые корни от шеи. У орхидеи это заложено в природе. Если какие-то корни, здесь на данный момент в горшке, но орхидея не живет в горшках в природе. Она всегда меняет, каждый год почти, старые корни, которые прикрепились к дереву, на новые. То есть те засыхают, те прекращают свои работы. И орхидея обязательно выпускает новые корни. И, конечно, эти корни будут расти от шеи. Они никогда не растут там от какого-то гнилого и сухого корня. Они будут расти от шеи, потому что орхидея и листики растит. Она все время себя обновляет. Растит листья и растит новые корни. И вот эти гнилые корни не мешают росту здоровых листьев и молодых корней. Даже если нижние листья теряют тургор, то это именно тот процесс, который должен происходить внутри орхидеи. Помните, мы с вами делаем на канале эксперимент с 2 арксреями. Там ни корней, ни листьев, ничего. Обязательно вам еще их покажу, потому что появился прогресс у одной из орхидей. Обязательно следите за каналом, и вы увидите, что совершенно с гнилыми корнями орхидея умеет растить новые корни и листья. Так какой же мы сделаем вывод из всего этого? Не нужно разбирать орхидею сразу после покупки. Поставьте ее в то место, в котором она у вас будет расти. Не нужно применять массу химикатов, не зная, есть ли у вас и какие вредители на орхидее. Это все дополнительные стрессы для орхидеи. Дайте ей покой. Она в природе никогда не гуляет по деревьям в поиске воды или пищи. Она всегда живет на одном и том же месте. И у нее никогда не меняется освещение. То есть всегда солнце сходит с одной стороны и садится с
с другой стороны. А мы все время стараемся переставить орхидеи, думая, что это будет лучшее для нее место, как нам кажется. А орхидее так не кажется. Ей нужно постоянство и покой. И тогда она будет радовать вас и корнями, и листьями, и своими великолепными цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Юлечку попросили уйти, не мешать. Он пошел Тихий час. и лег вместе с Ричи. Ричуль. Ну, что ты Не там? надо, пускай А он спит. моргает. А, моргает. Моргает, он слушает.